Итак, сегодняшний вебинар он будет посвящен программному продукту Камин кадровый учет версия 3.0. Сначала я вам расскажу по презентации о самом программном продукте. Да, покажем, что для кого, как и предназначена данная программа. Далее, буквально минут через 15 ко мне присоединится разработчик программного продукта Бурашников Антон. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы с технической стороны, есть какие-то вопросы или же предложения по самой работе с программой, вы их сейчас пишите в чат, чтобы Антон мог пока ознакомиться и, соответственно, уже полноценно ответил бы на ваши вопросы. Итак, данная программа она предназначена для автоматизации кадрового учета, по сути, учета рабочего времени и управления персоналом на предприятии с любым количеством сотрудников, то есть начиная от ИП и заканчивая крупными заводами или же, допустим, государственными предприятиями масштабными. В том, естественно, подходит как для хозрасчетных организаций, так и для бюджетников. Как вы видите сейчас на слайде, данная программа имеет сертификат 1С совместимо, опять же, плюсик, скажем так, данному программному продукту, свидетельство о государственной регистрации, и поставляется данная программа, обратите внимание, как в коробочной, так и в электронной версии. Электронная поставка, естественно, сокращает время получения, время ожидания программного продукта с момента покупки. Ну а если пользователю все-таки очень хочется подержать в руках руководство пользователя, саму коробку, заказывайте для него коробочную версию, конечно, отправим без проблем. В 2011 году данная программа стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Ну и, в общем, вот такая замечательная программа со всеми соответствующими наградами. Что же есть такого особенного и в чем заключается основная идея самой программы? В принципе, для чего она предназначена? В первую очередь, как я повторюсь, это для ведения кадрового учета в организациях любой сферы деятельности и любого масштаба, в том числе и государственных учреждений. Программа имеет интуитивно понятный и дружественный интерфейс, о чем мы с вами позднее уже посмотрим на самом программном продукте. Есть возможность настройки интерфейса, прав пользователей и права доступа к данным сотрудникам. Опять же, немаловажная как особенность программного продукта, если необходимо, чтобы определенные данные о пользователях, по табелю, по начислению, по окладам видел, допустим, только один человек, занимающий более высокую должность или именно в чьей функциональной возможности входят данные цифры, данные знания. Допустим, табельщику эти данные знать не обязательно, или же наоборот, там, допустим, управленцу по подбору персонала. В общем, настроить можно абсолютно разные права. Программа позволяет работать через интернет-браузер, позволяет работать в многопользовательском режиме без приобретения лицензии на дополнительные рабочие места. То есть приобретаем платформу, если есть необходимость расширения количества рабочих мест, то просто приобретаем доп. Лицензии, соответственно, на платформу, на кадровый учет, уже приобретать дополнительно ничего не нужно, программа встанет на столько мест рабочих, сколько вам необходимо, точнее вашим пользователям. Данная программа, она защищена от нелицензионного использования паролем, который зависит, естественно, от ИНН и КПП организации. И этот пароль необходимо каждый год получать заново. Основные возможности программного продукта. Сотрудник, отвечающий и следящий, скажем так, за учетом рабочего времени, может ввести в программе табель учета рабочего времени и, соответственно, анализировать отработанное время с остальными сотрудниками. Человек, который отвечает за ведение кадрового учета, может полностью формировать все кадровые документы и, соответственно, проводить те или иные операции, входящие в его должностные обязанности. Это и прием сотрудников, перевод увольнения, формирование отчетов документов, осуществляет планирование и учет отпусков, ведет учет больничных командировок, воинский учет, и есть возможность формировать сведения в Пенсионный фонд России и в Росстат. И сотрудник, который непосредственно уже занимается подбором персоналом и контролем, скажем так, за сотрудниками, может осуществлять контроль кадровых процессов, анализировать сам кадровый состав для выявления уже в дальнейшем, где, в каком, скажем так, сфере, в каком отделе недостает тех или иных сотрудников, квалификацию сотрудников и так далее. Контроль и анализ текучести кадров, кадровое планирование. И вот что хотела бы еще отметить, программа у нас, скажем так, интенсивно развивается.
Поэтому постоянно у нас добавляются новые и новые возможности, в чем хотелось бы отметить партнеров, оказывают нам помощь, потому что, ориентируясь на желания пользователей, партнеры сообщают нам о тех или иных очень важных, так скажем, документах или отчетах, которые необходимо добавить в программу, и, соответственно, если есть такая необходимость, мы идем навстречу и пополняем функционал программы. Так вот, допустим, теперь уже появилась возможность программы вести тестирование персонала и осуществлять подбор персонала. А также вот совсем недавно, буквально в последнем релизе, появилась возможность учета медосмотров и также контролировать выдачу спецодежды. Но опять же, это для организаций, которым по сфере деятельности просто необходимы данные функции. Вот таким вот образом, как вы видите сейчас на слайде, выглядит сам рабочий стол. Ну, позднее вы на самом программном продукте сможете уже более подробно посмотреть. В принципе, все красочно, понятно, где какая навигационная панель, соответственно, разработана по закладкам, по их логическому назначению, то есть ничего сложного. Хотелось бы отметить, что можно, допустим, настроить, как я вам говорила, различные права доступа и по функционалу отдельно рабочий стол администратора, рабочий стол менеджера по персоналу, вот таким вот образом, то есть через настройки, в программе есть такая возможность. Рабочий стол кадровика, ну и рабочий стол табельщик. То есть в зависимости от того, с чем работают, соответственно, данные сотрудники, чтобы не перегружать ни саму программу, ни интерфейс, и пользователю будет проще уже в своих документах работать. При выборе сотрудника, допустим, когда его принимают на работу, соответственно, в разделе «Начало работы рабочего стола» программа отображает схему самого процесса, который именно и наглядно демонстрирует порядок действий и информацию по выполненным и невыполненным этапам. Ну вот как вы видите сейчас, по сути, на сайте, да, была сначала сформирована заявка кандидата, было сделано, провели анкетирование, а дальше уже, соответственно, при приеме на работу, что необходимо сделать? Оформить ли трудовой договор, оформить трудовой договор с испытательным сроком и оформить обучение. То есть если какая-то из этих стадий будет сделана, программа также выдаст информацию о том, что данный этап пройден. Опять же, удобно, если у кого-то есть какие-то незавершенные дела, всегда можно проверить, что не хватает, что не сделано по данному сотруднику. Вот, то есть таким вот образом. Опять же, стараемся только, чтобы было удобнее пользователям вашим. Итак, сотрудник, занимающийся подбором персонала, что может делать по программе более подробно? Он производит кадровое планирование, производит подбор и тестирование персонала на вакансии согласно требованиям по должностям. Ну, все логично, все через это проходят в определенный момент времени, когда устраиваются на работу. Думаю, вопросов здесь не появляется. Проводит анализ кадрового состава, текучести кадров, а также проводит анализ штатного расписания и штатной расстановки. Направляет сотрудников на проекты, на обучение, на переподготовку и повышение квалификации. То есть, опять же, это осуществляется, по сути, контроль за, чтобы сотрудники все умели, знали, если у кого-то знаний не хватает, соответственно, необходимо обучение, то есть программа упрощает данные действия, да, по работе пользователя. Ну и также может формировать кадровый резерв из сотрудников. Опять же, что немаловажно, если, допустим, будет какая-то должность, откроется новая должность внутри организации, и есть уже сотрудники, которые могут полноценно преподавать на нее, то, конечно, уже будут выбирать, я думаю, тогда из своих же клиентов. Ой, не клиентов, простите, из своих же сотрудников. Функция кадрового планирования. Менеджер по персоналу наглядно видит всю информацию об укомплектованности штата в разрезе организации подразделений, а также об открытых вакансиях. Опять же, удобно, согласитесь? Удобно. При создании вакансии менеджер по персоналу, по сути, да, что он может сделать в программе? Ну, в первую очередь, фиксирует основную информацию, то есть, что в себя включает данная вакансия, что должен будет выполнять сотрудник в дальнейшем при своей работе. Ну, то есть, по сути, характеристики работы, условия работы, сколько у нас, 5 дней, 2 выходных, или 2 дня рабочих, 2 выходных, ночные, дневные смены, ну и так далее. Требования
кандидатам с указанием степени сложности. Ну вот, как вы успели заметить, да, соответственно, на закладочках все это логически у нас и открывается каждый из них. И объявление, по сути, формируется уже в программе автоматически. Опять же, красиво, удобно, и меньше времени уже требуется сотруднику на осуществление данных функций. Осуществляя подбор персонала, менеджер по персоналу может, используя программу, проводить тестирование, анкетирование кандидатов, формировать результаты тестирования, а также контролировать соответствие кандидатов требованиям по каждой конкретной вакансии. То есть если кто-то не выполняет те или иные требования, то, соответственно, дальнейший разговор уже будет осуществляться напрямую с сотрудником. Ну, то есть вот так вот логически происходит вот вся последовательность этих действий. Специалист по кадровому учету в программе может вести учет сотрудников по любым характеристикам, осуществлять ведение штатного расписания предприятия, вести полноценный учет совместителей и также вести учет командировок, больничных и отпусков. Естественно, можно оформлять ряд кадровых документов в соответствии со штатным расписанием предприятия, в том числе на список сотрудников, ну, то есть не индивидуально на каждого из них, но и списком можно группу управлять. Можно формировать сведения в пенсионный фонд и в Росстат, ну, в статистику, соответственно, в бумажном и электронном виде, то, что, собственно говоря, и требуют у нас соответствующие органы. И есть возможность получения трудовых и ученических договоров, визитных карточек сотрудников. Можно получать печатные формы кадровых документов и можно получать кадровые отчеты в различных разрезах уже. Вот так вот открывается у нас с вами сейчас справочник сотрудники, то, с чем, в принципе, работают у нас и кадровики, и не только кадровики. На закладках справочника отображается вся кадровая информация о сотруднике, а ссылки, вот, которые они у вас показаны в левой части монитора, фактически красным таким вот, ну, назовем прямоугольником, но сложно его так назвать, они позволяют быстро перейти к любой связанной информации. Здесь же производится фактически автоматический расчет любого вида стажа. И что хотелось бы отметить, закладки справочника настраиваются индивидуально. То есть какая информация у вас есть по сотруднику, вы ее можете просто сюда вписать. Если у вас нет той или иной информации о сотруднике, ну или, допустим, как вы видите сейчас на слайде, закладка «Семья» по сотруднику фактически не нужна, то вы ее просто не включаете в данный справочник по этому работнику. И все. Штатное расписание. Программа позволяет вести штатное расписание, ну, как мы уже об этом говорили. Можно вводить как новые, так и вносить изменения уже существующие, производить индексацию ставок. И на основании фактически этого штатного расписания можно уже вносить изменения и в трудовые договора, и можно формировать отчет уже о штатной расстановке сотрудников. Да? Ну, каждодневно, ну, не каждодневно, а раз в год занимаются этим, соответственно, табельщики и кадровики. Учет отпусков и больничных. В программе специалист по кадровому учету может создать любой вид отпуска, может также создать документ отзыв из отпуска, листок нетрудоспособности, в том числе который может быть связан с производственной травмой. И если есть такая необходимость, то есть возможность освобождения ставки на период больничного, если сотрудник уж совсем надолго ушел на больничный и необходимости в дальнейшем расчете денег по данной ставке уже нет такой необходимости. Сейчас вы на экране видите, какие печатные и отчетные формы, в принципе, программа может формировать. Я их зачитывать, конечно, не буду, потому что их тут много, но, как вы видите, на первый взгляд даже, я думаю, кто работает в данной сфере, все, что требует от нас законодательства, в программе все есть, по сути. Поэтому... Что опять это подтверждает о том, что программа в актуальном состоянии, программа, скажем так, удобна для пользователя, и купили, работаем, и голова уже ни о чем не болит. Далее, что в программе может осуществлять по роду своей деятельности сам табельщик? Ну, по логике
уже складывается впечатление, что, естественно, он может вести табель учета рабочего времени, вести учет сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни. Есть возможность формирования печатных форм табеля учета рабочего времени, и можно получать данные о фактически отработанном времени сотрудниками за любой период. То есть это вот то, что в его обязанности и входит. Вот так выглядит у нас табель учета рабочего времени. Хотелось бы отметить то, что табель заполняется при помощи помощника подбора и осуществляется с помощью автоматического заполнения командировок, пропусков в связи с больничными отпусками и так далее. Опять же, удобно, сокращает время. В программе можно самостоятельно настраивать шаблоны печатной формы любых документов и договоров. Опять же, удобно. Ну и что есть еще для работников программы, для пользователей программного продукта? Появились удобные сервисы. Это, допустим, система напоминаний и сообщений. То есть можно сообщениями обмениваться непосредственно по самой программе, ставить информирование на то или иное документ, то есть своего коллеги-сотрудника, чтобы он, соответственно, сделал данную операцию, ну и так далее. То есть, опять же, удобно, не выходя из программы уже, не вспоминая номер телефона, можно оповестить о том или ином вопросе. Но, естественно, вы прекрасно уже все знаете, то, что кадровый учет, по сути, можно приобретать как самостоятельный программный продукт, да, ну и так же, как вкупе с нашими программами по расчету заработной платы. И как вы видите сейчас на слайде, то есть на слайде, кадровый учет, он обменивается, кадровый учет версия 3.0, да, помним, что это на 8-й платформе разработанный программный продукт, он обменивается данными со всеми нашими зарплатными программами, тоже разработанными на 8-й платформе. Это камин расчет заработной версии, камин расчет заработной платы версия 3.0, камин зарплаты для бизнеса версия 4.0, 1С камин зарплаты версии 5.0 и, естественно, расчет заработной платы для бюджетных учреждений версия 3.0. То есть, как вы видите, для хозрасчетных организаций, для бюджетников полноценно подходит данная программа. Ну, то есть, потому что логика действий и, по сути, документы в кадровом учете, в этой специфике, они для всех категорий они одинаковые. Естественно, есть обмен данными. Как вы видите, сейчас на слайде есть возможность обмена данными с предыдущих версий зарплатных решений. Все данные переносятся ЗУП, ЗИК бюджетного учреждения. Также есть возможность переноса данных. Сначала осуществляется наше зарплатное решение, ну и, соответственно, далее уже идет обмен данными с кадровым учетом. Так, что далее? Кадровый учет 3.0 обменится с нашими зарплатными решениями. Ну и наоборот осуществляется также перенос данных. Из файла 2NDFile есть XML-файл, да, можно переносить справочник сотрудники. Ну, бухгалтерия 8, БГУ 8 тоже есть такая возможность. А теперь поговорим о цене. Как вы видите сейчас на слайде, стоимость данного программного продукта. Да, это цены, соответственно, наших клиентов, да, то есть по какой цене может приобрести пользователь данный программный продукт. Камин кадровый учет версия 3.0. Коробочная поставка обойдется в 8 тысяч. Если не нужна нам коробка, то можно приобрести электронный вариант по стоимости 7400 рублей. Опять же, обращаю ваше внимание, вот прям вот отдельной строчкой, да, кадровый учет можно приобретать для комплекта. То есть, если у пользователя уже на данный момент установлена программа по расчету заработной платы Камин 3.0, 4.0, 5.0 там, или же 3.5, то, будь она приобретена хоть 5 лет назад, хоть сегодня только приобретена, вы кадровый учет можете приобрести уже со скидкой. Просто при заказе данной программы вам необходимо будет указать рекномер зарплатного решения. И все, и фактически, как вы видите, на 2500 у вас уже дешевле обойдется кадровый учет. То есть кадровый учет для комплектов, коробочная поставка будет уже тогда стоить 5600, электронная версия 5000 ровно. Не забываем, что есть руководство пользователя. По 600 рублей можно приобрести. И, как я вам говорила, данная программа, она у нас
защищена паролем. Первый год сопровождения программа осуществляется бесплатно. С последующего года, то есть со второго, сопровождение программы в год составляет 1600 рублей. Это платим один раз в год, и все, по сути, да, если рассчитать, то есть месяц меньше, ладно, чуть больше 100 рублей получается. Я думаю, это не так сложно. И что есть для программы? Естественно, обновление на нашем сайте, доступна линия консультации по телефону, по электронной почте. Единственное, не забываем, что программа, естественно, должна быть зарегистрирована в фирме Камин и иметь актуальный текущий релиз. Да? Есть демо-версии на нашем сайте, их можно скачать. Чуть позднее покажу, напомню, где их можно найти. Форум обработки по переносу данных. Да? Не ждем, чтобы вам ответили, допустим, с фирмы Камин, как можно получить обработки по переносу данных, или же отправили бы их. Заходим сразу к нам на форум в свободном доступе, бесплатно, в удобное для вас время, хоть ночью ставите, скачиваете обработку, все, с утра уже загрузили, перенесли данные, все прекрасно начали работать. Также на форуме можно писать предложения. Опять же, акцентирую ваше внимание на этом моменте. Почему? Потому что очень часто, особенно в период загруженности, допустим, как вот сейчас, да, время отчетности, на самом деле звонков и обращений поступает очень много. Да? Если у вас есть какое-то предложение по доработке программного продукта, и вы хотите, чтобы оно напрямую как можно быстрее дошло до разработчика, пишите на форуме. Здесь у нас постоянно находится группа разработки, линия консультации, разработчики, руководители соответствующих отделов. Быстрее получите, иногда получится то, что быстрее получите ответ именно здесь, то есть на форуме. Поэтому обращайте внимание на него. Методические материалы для изучения программного продукта не забываем, то, что тоже можно приобрести по стоимости 600 рублей. Это если, допустим, хотите, чтобы пользователь быстрее начал работать самостоятельно в программе. Красивая методичка с картинками, со схемками по работе с программой. То есть все это есть, 600 рублей покупаем с примерами, с задачками элементарными, там тоже можно посмотреть, и я думаю, это тоже немаловажно будет. Вот, и как я вам обещала, давайте посмотрим, что у нас есть на сайте, kaminsoft.ru, все мы это помним прекрасно, да, как он выглядит. Заходим в раздел «Программы», «Продукты», «Камин». Далее, где у нас есть кадровый учет, версия 3.0. Краткое описание, все это прекрасно помним, соответственно, стоимость программного продукта можно посмотреть тоже чуть ниже, здесь же у нас на сайте. И, соответственно, сама программа, скачать программу, да? Заходим, все по ссылке, все прекрасно, все удобно. Так, кадровый учет. Смотрите теперь более подробно, что здесь есть. Вы можете скачать презентацию, проспект, да, и в дальнейшем распечатать, допустим, если хотите. Скачать программу. Вы видите то, что обозначена данная возможность 30 дней бесплатно. Что это означает? Это означает то, что вы скачиваете отсюда программу, естественно, при наличии платформы, да, на компьютере. Устанавливаете ее, работаете, и что самое важное, вы можете уже свои же данные фиксировать в данном программном продукте, уже со своими сотрудниками, со своими расчетами, да, со своими отчетами. Вы начинаете работать в программе. Проходит 25-й день, образно говоря. Вы понимаете, что вам программа очень нравится. Вы хотите ее приобрести уже на полноценной основе. Тогда вы, естественно, приобретаете ее в фирме Камин, заказываете программные продукты, и после прохождения оплаты вы получаете фактически только регистрационный номер уже полноценной конфигурации, вводите ее вот эту программу, которая у вас была установлена, и продолжаете работать, не перенося никакие данные, не загружая никаких дополнительных обработок. То есть, опять же, сделано это для того, чтобы удобнее и проще было начать пользователю. Можете скачать руководство пользователя также на нашем сайте. Совершенно бесплатно в электронном виде. Хотите, потом распечатайте, как вам будет удобнее. Посмотреть, какие были релизы, и часто задаваемые вопросы по работе с программой. Как реализован обмен данными, то есть с чем обращаются к нам, в принципе, пользователи при приобретении программного продукта. То есть вот это есть на нашем сайте. И, по сути, что еще хотела бы вам сказать.
Где вы можете купить это? Вы можете обратиться непосредственно к нам, в фирму «Камин», город Калуга. Конечно, есть такая возможность, но если вы находитесь, допустим, где-нибудь в Алтайском крае, то я вам все-таки советовала обратиться к партнеру в соответствующем регионе, потому что все-таки партнер у вас будет всегда под боком. К нему вы сможете обратиться по ряду вопросов, по каким-то там, допустим, если необходимо там помочь в работе, чтобы научил и так далее. А посмотреть список наших партнеров вы можете непосредственно на нашем сайте. В разделе «Наши партнеры» достаточно просто выбрать регион. Ну, вот, собственно говоря, Алтайский край он первый, просто как пример покажу, напомню, кто забыл. И здесь у нас сразу идут контактная информация по соответствующим партнерам, официальным представителям фирмы «Камин» в соответствующем регионе. Обращайтесь к ним, телефоны есть контактные лица. То есть, пожалуйста, если предпочтение идет по почте общения, конечно, без проблем вы можете сразу ознакомиться с этой информацией. Вот, это то, что я вам хотела рассказать как раз по презентации. Сейчас загружаю саму программу. Вот так вот выглядит ее рабочий стол. Одновременно могу передать слово нашему разработчику Антону. Я еще никуда далеко не ухожу, поэтому если какие-то у вас дополнительные вопросы именно к презентации или же в целом по продажам будут ко мне, вы их тоже пишите в чате, буду отвечать тогда. Буквально 5 минут, чтобы перевести дух и ознакомиться с вопросами Антона. Если еще есть какие-то, то пишите. И всем спасибо тогда за внимание. Вы пока не отключайтесь, мы все равно с вами еще на связи. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Я помогу вам ответить на возникшие у вас по ходу его проведения вопросы. Вот первый вопрос от Ольги Николаевой. Есть ли возможность для медицинских учреждений при приеме на работу сотрудника указывать сведения о льготах по стажу по списку 1? Так, выводит ли список льготных профессий, поименный список сотрудников, имеющие право на досрочную пенсию, к отчету РСВ-1, где в программе это заносится. Вот что касается списков в разделе. Так. Есть у нас списки вредных профессий в подсистеме организация. Список вредных профессий. Здесь как раз определяется, можно произвести подбор в этот справочник из списка профессии списка номер 1, либо списка номер 2. Выскочит такая вот форма подбора из классификатора. Мы подбираем сюда те профессии, которые нам в этом справочнике нужны, которые для нас актуальны. И в дальнейшем вот эти вот профессии с их кодами мы используем в документе «Трудовой договор» при приеме сотрудника на работу. Вот в разделе «Вредные условия» как раз производится выбор из указанных. Также в дальнейшем можно сформировать отчет. То есть есть у нас в программе отчет. Ну, по вредникам планируется ввести все-таки отдельный отчет, подобно тому, который был в версии 2.0. Если честно, функционала уже
достаточно много, поэтому я могу забыть. Есть, может быть, он уже реализован. Так, ну вот пока не вижу. Отчет по спискам вредных профессий, который был в версии 2.0, его планируется в данную программу добавить. А пока есть возможность сформировать универсальный отчет, который, например, подобрать сведения, фамилия, имя, отчество сотрудника и из кадровых сведений поле «Вредность». И, соответственно, в отборе указать эту же вредность, перетащить в отбор и задать условие, что вредность должна быть заполнена. И получить вот такой вот отчетик. Ну, в данном случае программа нашла нам всего одного сотрудника. При желании можно расширить набор. Например, из кадровых сведений можно выбрать вывод должности, даже перетащить ее повыше вредности, и сгруппировать по подразделению. То есть подразделение тащим в группировке. Формируем. Ну вот, группировку подразделения в цехе 2. Работает сотрудник Киселев на должности контролера с вредностью такой-то. Вот также по поводу... Мы тут немного еще коснулись стажа. Сейчас еще рассматривается, точнее не рассматривается, а уже приступил к реализации документа с СЗВК, чтобы можно было формировать соответствующие сведения. Так, ну и тут по этому вопросу вроде все. Так, следующий вопрос. Так, допустим, медперсоналу медицинских учреждений представляется дополнительный отпуск сроком определенное количество календарных дней в зависимости от фактически отработанного времени. То есть завязано на табель учета рабочего времени. Если сотрудник был в отпуске, на больничном или отсутствовал по другим причинам, количество положенных дней дополнительного отпуска уменьшается. Есть ли возможность ввести данный учет и расчет остатка неиспользованных дней до подпусков с учетом таких расчетов? То есть, да, я понял, что это не 14 дней, которые сотрудник берет за свой счет. Так, но в данном случае автоматически это не рассчитывается. То есть это я зафиксирую как предложение, чтобы привязать зависимость, то есть более подробно изучить данный вопрос и реализовать соответствующим образом данный функционал в программе. Пока по поводу отпусков насчет остатков, ну, вы знаете, наверное, что есть отдельный отчет в подсистеме учет рабочего времени, отчет остатки отпусков, по которому можно посмотреть, какие отпуска сотруднику положены, какие он использовал. И если у сотрудника есть дополнительные отпуска, то можно посмотреть периоды, за которые данные отпуска ему положены. Так как дополнительные отпуска, они обычно положены за период отличный от периода работы для основного отпуска. Также можно развернуть и посмотреть конкретные периоды по датам и по видам отпуска. Так, также вопрос, с какой периодичностью, с вашей точки зрения, имеет смысл осуществлять выгрузку в зарплату? Ну, по опыту могу сказать, что такая выгрузка для средних предприятий со средним числом сотрудников, где-то в районе 300-500, выгрузка осуществляется где-то 1-2 раза в неделю. Вот, ну, соответственно, если брать, был пример крупный завод с численностью сотрудников свыше 1000 человек, там перенос осуществлялся чуть почаще.
где-то раз в 2 дня. То есть все зависит от количества сотрудников и от текучести кадров. То есть сколько кадровых документов создается в один день. Сейчас в обработках переноса, тут один момент очень важный. Раньше было как? То есть при переносе в заработную плату каких-нибудь кадровых документов или расчетных, например, документов по оформлению отпуска, документы в зарплате формировались без расчетных реквизитов. Например, при переносе документа «Трудовой договор» в зарплате формировался документ «Прием», в котором не были заполнены расчетные реквизиты, такие как начисление, источник дохода, статья затрат. Сейчас я реализовал, чтобы можно было в форме загрузки указывать статью затрат, источник доходов по умолчанию и основное начисление по умолчанию. То есть эти данные, чтобы заполнялись преимущественно сами, и ручного заполнения требовалось как можно меньше. Если кого-то заинтересует данные обработки, то вы можете обратиться либо в партнерский отдел, либо на линию консультаций, и мы вам их вышлем. Потому что текущий релиз 8.1 данной программы еще не включает обработок по загрузке с этим функционалом. Он будет только в 9-м релизе данной программы, который планируется где-то в середине августа этого года. Так, следующий вопрос. Контроль по срокам действия и учет сертификатов и квалификационной категории для медицинского персонала. Ну, тут, опять же, сертификаты и любые другие документы можно завести для сотрудника в справочнике сотрудники. Например, возьмем любого сотрудника, работающего. Есть закладка «Личные документы». Сюда можно занести документ, создать новый документ. Вид документа выбрать, например, не паспорт, а какой-нибудь сертификат. Вид документа можно задать произвольный при необходимости. И указать период действия. То есть с такой-то по такую-то дату. И если необходимо, чтобы программа предупреждала за определенное количество дней об окончании данного сертификата, это также можно настроить. В настройках текущего пользователя есть специальный флажок «Предупреждать о недействительных документах за указанное число дней». Так, следующий вопрос. Есть ли выгрузка программы ProMed и федеральные регистры кадровых данных только по медицинскому персоналу? Так, такой выгрузки пока нет. То есть данный вопрос еще пока не изучался. То есть выгрузка пока есть только в наши зарплатные программы. Вот. Ну, конечно, это будет изучаться, в том числе и программа ProMed, если она интересна, написана она на 1С, тоже на платформе 1С предприятия или какой-то сторонней платформе. Это тоже достаточно важный вопрос. Мы это будем изучать. Так, как перегружается в заработную плату зафиксированный больничный лист? Так, перегружается он на этапе выгрузки, например, выгрузка в зарплату 3.03540, указывается период, например, посмотрим, есть ли у нас листок нетрудоспособности, например, 13 год, мы поставим. Программа проанализирует измененные данные за этот период. Так, ну тут больничных у нас пока нет. Минус 3.0. Зафиксируем все изменения.
Документы. Вот у нас больничные. То есть вот в таком виде переносятся кадровые реквизиты данных документов. В дальнейшем при загрузке в программу расчета заработной платы, к сожалению, регламент времени не позволяет нам более подробно это рассмотреть. В зарплату он переносится в виде помощника, то есть в виде документа начисления пособия по временной нетрудоспособности. Расчетные реквизиты заполняются там по умолчанию. При необходимости вы можете их после загрузки документа поменять и, соответственно, провести. Причем помощник, который нужно использовать, помощник больничного, он указывается непосредственно в форме загрузки. То есть, когда вы открываете программу расчета зарплаты и открываете обработку загрузки данных из кадров, на форме данной обработки вы можете выбрать помощник, который нужно использовать при переносе больничного листа. Следующий вопрос. Можно ли проводить конкурсы по должностям и организовать напоминания за 1 год, 3 года и 5 лет, в зависимости на какой срок был взят сотрудник на работу, при этом не увольняя сотрудников? Да, конкурсы по должностям и организовать напоминания за указанное время. То есть, я так понял, сотрудник работает определенное время, и за какое-то время до окончания его работы нужно выдавать какие-то напоминания. На самом деле, довольно интересное предложение. В данный момент этого нет в программе, то есть можно просто произвольно задать, что вот через 1 год, 3 года или 5 лет вывести определенное напоминание, что вот по такой-то должности нужно провести конкурс. Но я думаю, имеет смысл подумать, как это более удобно реализовать. Например, в справочнике должности сделать какое-нибудь дополнительное поле по конкурсу или закладку даже, на котором указывать все параметры конкурса. Кстати, тут же следует сказать, что вся лента вопросов, которые представлена на данном вебинаре, будет мне потом переслана, будет мной изучена, и, соответственно, соответствующие предложения зафиксированы по доработке. Следующий вопрос. Как ведется учет работников по гражданско-правовым договорам, то есть договорам подряда? Ну, тут также в разделе «Кадровый учет» есть ссылка «Гражданско-правовые договоры», в которых кадровик заполняет необходимые кадровые данные, то есть куда принимается, кто исполнитель, кто заказчик, период, срок договора, отчетный период при необходимости, выполненные работы. Здесь можно задать список произвольных выполненных работ, которые подрядчик должен выполнить с указанием суммы. И, соответственно, эти данные будут потом выведены в печатные формы. Возьмем более полный документ. Можно печатать либо акт выполненных работ, либо договор, либо произвольную форму по шаблону. Акт вот в таком вот виде. При необходимости договор подряда можно задать как произвольный шаблон. То есть можно использовать не тот, который задан жестко в программе. Так, ну в данном случае у нас шаблон хранится в определенном каталоге, который не обнаружен. А так, сам шаблон, который будет использоваться при выводе договора подряда, можно указать в справочнике организации на закладке шаблона договоров. Ну, тут, например, указан у нас новый шаблон, договор подряда. Также, что касается переноса в зарплату, то тут все так же. Программа при выгрузке анализирует измененные и заново введенные договоры подряда, выгружает их в зарплату, и при загрузке также они загружаются без заполнения расчетных данных, то есть начисления источника доходов статьи затрат. Но, как я уже говорил, есть обработка уже, которая позволит заполнить данные реквизиты в зарплате по умолчанию.
Так, следующий вопрос. С вашей точки зрения, какую дату указывать в документе приема сотрудников, если организация работает давно и с момента приема сотрудник сменил несколько должностей? Ну, тут все зависит на самом деле, какой учет нужен. Если учет всех предыдущих должностей не важен, то можно ввести дату приема реальную, то есть если в 1993 году был принят, но должность выбрать текущую. Если же важна сама история изменения должности, то тут, конечно, нужно будет ввести документ приема с указанием той должности, которая была на дату приема, и в дальнейшем сформировать документы изменения трудового договора в соответствии с тем, на какие должности сотрудник поменял. То есть примерно вот так. Так, также вопрос, отрабатываются ли здесь неявки? Ну, есть на самом деле специальные документы для регистрации неявок. Это, например, помимо командировок, листов нетрудоспособности, есть такой документ, как отклонение от графика. Данным документом можно ввести такие события, как сверхурочная работа, отсутствие на рабочем месте или предоставление отгулов. То есть форма реализована по типу того, как в табеле учета рабочего времени. Например, отсутствие на рабочем месте, указывается сотрудник, вид времени, то есть вид отсутствия, выбирается из справочника видов времени. И дальше указывается, в какой день, сколько часов он отсутствовал. И в дальнейшем можно распечатать акт отсутствия на рабочем месте. Также, что касается сверхурочной работы. В случае со сверхурочной работой состав печатных форм меняется, то есть можно распечатать приказ о сверхурочной работе, привлечении сотрудника к сверхурочной работе. То есть состав печатных форм зависит от того, какой вид документа. Ну и в дальнейшем данные, введенные в документе отклонения от графика, будут учтены при заполнении итогового табеля учета рабочего времени. То есть обычно в течение месяца вводится отклонение от графика всяческие, а потом формируется итоговый документ, который собирает все эти данные, табель учета рабочего времени, который также есть возможность перенести в программу расчета заработной платы. Так. Также просят показать механизм выгрузки в зарплату. Сам механизм выгрузки я уже показывал. То есть остановлюсь еще на тех моментах, которые я, наверное, не очень явно рассказал, не очень явно показал. То есть в подсистеме настройки есть пункт выгрузка в зарплату 3.0.3.5.4.0, где есть возможность указать период документов, которые нужно выгружать, дату выгрузки, каталог, в который нужно поместить файл выгрузки, по какой организации выгружать данные. Также есть возможность указать, какие реквизиты сотрудников не нужно переносить в программу расчета заработной платы. Собственно, после этого нажимается кнопка «Анализ данных». Программа анализирует все изменения документов, которые были по заданным параметрам. Причем она анализирует только последние изменения с момента предыдущей выгрузки. Как в данном случае, с момента предыдущей выгрузки она определила, что изменены только элементы определенных справочников. Если же нужно произвести полную выгрузку, то есть вне зависимости от периода изменения,
мы можем зарегистрировать, пометить все объекты программы к выгрузке. Это делается следующим образом. Во-первых, анализируется, в какую зарплату идет выгрузка, в данном случае в зарплату 3.0. И внизу есть ссылки на планы обмена. Соответственно, открываем план обмена с зарплатой 3.0, выделяем основной узел и нажимаем кнопку «Зарегистрировать изменения». После нажатия данной кнопки все объекты данной программы будут помечены для выгрузки в зарплату 3.0. Единственное, что еще следует сказать, особняком стоит механизм синхронизации с зарплатой 5.0, то есть с нашей 1С программы 1С Камин зарплата. Вот тут технология немножечко другая. Но вот сейчас я зафиксировал предложение, чтобы в зарплату 5.0 также можно было переносить данные по старинке, то есть как и 3.0, 3.5, 4.0. То есть предложения подобные от клиентов были. А так преимущество синхронизации в том, что настройка производится один раз, и в дальнейшем мы просто выделяем нашу настройку и нажимаем кнопку «Синхронизировать». И весь процесс осуществляется полностью автоматически. Вот, ну, регламент времени также не позволяет нам более подробно рассмотреть этот механизм. Он очень подробно написан в руководстве пользователя. Действительно, там ничего особо сложного нет, просто указывается, в какой каталог сохранять файл выгрузки. Если данные загружаются в непустую программу, то нужно указать соответствие данных, чтобы не было дублей. Соответствие по умолчанию устанавливается автоматически. И так далее. Обо всем этом можно почитать либо в руководстве пользователя, либо в наших методических материалах. Там этот вопрос тоже достаточно подробно рассмотрен. Так, например, если в программе кадровые данные изменили, например, случайно, а в программе кадровый учет нет, а в программе зарплаты, наверное, кадровые данные изменили случайно, а в программе кадровый учет не изменили. Как отработан этот механизм? Будет ли выдано предупреждение о расхождении данных и возможно ли образование дублей? Значит, тут смотрите, какая ситуация. Если в программе расчета заработной платы изменились данные, то там тоже есть обработка выгрузки в кадры, и в эту обработку измененный документ попадет. И, соответственно, его можно будет перенести в кадры и обновить. Вот, но это опять же делается все по решению пользователя. А при переносе из кадров в зарплату, например, вы создали в кадрах документ «Прием трудовой договор», перенесли его в виде документа «Прием в зарплату», в зарплате провели его, и в дальнейшем в кадровом учете вы его поменяли. И если это произошло, то программа также предложит его выгрузить в зарплату, но при загрузке в зарплату будет выдано предупреждение о том, что данный документ изменен в кадрах, то есть красным будет выделено. Что это означает? Это будет означать то, что в зарплате данный документ не обновлен, потому что расчетчик мог внести уже туда какие-то определенные свои данные, и дабы их не затереть, программа просто выдаст предупреждение, что документ был изменен, и нужно вручную проконтролировать эти изменения. То есть перенос, обновление документов в зарплате осуществляется более осторожно, чем наоборот. Так, ну что ж, на данный момент вопросов больше пока нет. Так, как у нас там со временем? Так, ну по времени вроде тоже у нас все заканчивается, должно заканчиваться, поэтому я вас благодарю за внимание, за ваши интересные вопросы, предложения. И удачного вам рабочего дня. Спасибо. До свидания.